Здравствуй, мой дорогой зритель! Наконец-таки это случилось! Новенькое крупное обновление для CS2, которое весит почти 5 гигабайт. Помимо этого, сейчас идет просто огромнейшая раздача бета-теста, которая больше походит на открытое бета-тестирование, так как весь мой админский состав, включая меня, наконец-таки получили заветный инвайт. Так что, ребята, как будет возможность, запускайте CSGO и пополняйте наши ряды. Ну а нас с вами ждет новый Инферно и, наконец-таки, релиз премьер-режима. Но перед этим спонсор. Добро пожаловать в Hell Store! Здесь ты можешь испытать удачу и выбить неплохие скины, сыграв в такие режимы как Classic, Coinflip, Upgrade, Колесо или в абсолютно новый Crash, где всего-то и нужно выбрать значение и дождаться, пока линия до него дойдет. Ну а если тебе не понравился выбитый скин, всегда можно его проапгрейдить. На сайте также можно забрать и приз дня, выполняя несложные задания. Ну а использовав мой промокод при пополнении, можно получить $2 на баланс. Не теряй времени, ссылка в описании. Ну что же, сейчас 1 сентября и релиз CS2 пока что не состоялся, однако, как и говорил выше, высылают просто колоссальное количество инвайтов, и скорее всего бету получат все, кто имеет Prime статус. Помимо этих чудесных новостей у нас как бы вышло крупное обновление, и разумеется, самое яркое изменение из них это, конечно же, новый премьер-режим. В основном все утечки, которые я показывал в своих роликах, оказались правдой, но кое-где все же есть небольшие изменения. Чтобы откалиброваться в данном режиме, вам нужно 10 победных игр. И по всей видимости новый рейтинг теперь является главным соревновательным критерием и основным, так как обычные звания в вашем мини-профиле теперь не отображаются, не считая напарников. Оно, видимо, и неспроста, так как теперь распределение званий у нас идет конкретно на карты. То есть, играя на Dust 2, вы можете видеть у себя, к примеру, Global, а на других картах это могут быть обычные звезды. Ну, короче, вы поняли систему. На каждой карте теперь у вас будут отдельные звания. Также, помимо этого чудесного режима, наконец-таки завезли карту, которую многие ждали, и это ремейк Инферно. Как обычно, разработчики постарались на славу, и она выглядит просто бомбезно. Думаю, многие смогут и сами ее опробовать, потому что на момент написания сценария к этому ролику почти весь мой список друзей получил бету. Но не только красивый вид получила эта замечательная карта, у нее также обновили логотип. Кстати, свой новый логотип также получили карты Italy и Overpass. Помимо этого в игре пофиксили различные баги, перенесли часть настроек из CSGO в CS2 и добавили наконец-таки начальную заставку для режима напарников. Ну а что же касается скрытых файлов, могу сказать лишь пару слов. Хоть заложники и остались пока что бревнами, но будущие анимации для заложников вернули в файлы игры. Помимо этого в списках анимаций также засветился и тест глаз. Да-да, те самые, которые призваны создавать эффект, словно ваши тиммейты смотрят прямо вам в душу. И это пока что все то, что я нашел на скорую руку. Думаю, там еще много чего интересного, но расскажу о них в следующем ролике. Сами понимаете, нужно время, чтобы их проанализировать. Ну и напоследок, так как все, скорее всего, получат свою заветную бетку, напоминаю вам, что на канале есть ролик по созданию своего фона для главного меню CS2. И данный способ подойдет даже тем, кто ничего в картостроении не шарит. Поэтому очень рекомендую. Ну а на этом у меня все. Всех с первым учебным днем. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи!